Всем привет! Миллионы людей ждут долгожданную презентацию компании OnePlus. И вот стало известно, что в этом месяце ожидается анонс нового смартфона OnePlus среднего уровня. Продолжение народного смартфона, можно сказать, который будет выпущен под названием OnePlus Nord 2, который получил очень много интересных решений. Как уверяют всевозможные инсайдеры, новинка будет представлена в конце этого месяца, а если быть точным, то 24 июля. Основные фишки смартфона OnePlus Nord 2 — это отличный дисплей на 6,43 дюймов, выполненный по технологии AMOLED, достаточно мощный энергоэффективный процессор Dimensity 1200, целых 12 гигабайт оперативной памяти, что, на мой взгляд, удивляет, и 256 гигабайт флеш-памяти. Основная камера с главным датчиком на 50 мегапиксель, аккумулятор емкостью 4500 мАч, поддержка технологии быстрой зарядки на 65 Вт и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Согласно всевозможным утечкам в интернете, OnePlus Nord 2 будет похож на телефон серии OnePlus 9, что, на мой взгляд, является правильным решением. Первоначально, что хочется отметить, у гаджета будет отличный экран, диагональ которого составляет 6,43 дюйма, а вот технология его выступит, конечно же, AMOLED. Преимущество такой матрицы — это почти мгновенная реакция, сниженное потребление энергии при показе темных тонов, малая толщина, раздельнее свечение пикселей. Разрешение будет, как и у всех конкурентов, Full HD плюс 1080 на 2400 пикселей. Производитель решил не тратить много денег на частоту обновления. Мы получим всего 90 Гц, не актив на сегодняшний день. Но все же, при обновлении дисплея с частотой 90 Гц, при воспроизведении той же анимации отображается в 1,5 раза или на 50% больше кадров по сравнению с дисплеями с частотой 60 Гц. Частота дискретизации сенсорного слоя будет 180 Гц. В экране мы должны получить встроенный сканер отпечатков пальцев. Это нам дает, что посторонний человек не сможет получить доступ к информации, содержащейся в памяти смартфона. А вот если вы задействуете функцию шифрования, то злоумышленнику будет недоступна и карта памяти, даже если он ее вставит в картридер своего компьютера. Сердцем смартфона OnePlus Nord 2 должен стать достаточно мощный энергоэффективный процессор от компании MediaTek, а именно Dimensity 1200, который показывает неплохие результаты в производительном режиме. Чип стал первым для производителя 6-нанометровым продуктом. Dimensity 1200 получил ядро A78 с тактовой частотой 3,0, а также 3 ядра A78 на 2,6 и 4 ядра Cortex A55 на 2,0 ГГц. Для сравнения, Dimensity 1000 Plus работает на частоте 2,6 ГГц, а максимальная частота ядер в Snapdragon 865 составляет 2,84. Однокристальная система получила 9-ядерный графический ускоритель Mali G77. Dimensity 1200 поддерживает экраны с частотой 168 Гц, а его 5-ядерный процессор обработки изображений поддерживает камеры разрешением до 200 мегапикселей. Кроме того, с обновленной системой искусственного интеллекта обработка ночных снимков стала на 20% быстрее. Есть поддержка 64-битных данных. Устройства, в которых установлен Dimensity 1200, могут работать в сетях 5-го поколения и 4-го поколения 4G LTE. То есть, на мой взгляд, все на высшем уровне. Что немаловажно, максимальная комплектация гаджета получит целых 12 гигабайт оперативной памяти LPDDR4X и 256 гигабайт флеш-памяти UFS 3.1, что хватит для большинства задач. В основной камере будут установлены датчики изображения разрешением 50,8 мегапиксель, которые получат широкоугольные и сверхширокоугольные объективы. Третий датчик изображения будет иметь разрешение всего 2 мегапикселя. Главный сенсор должен стать Sony IMX766, и это является большим-большим
плюсом. Новый датчик способен собирать на 63% больше света, чем предшественник датчик Sony IMX586. Он использует уникальную структуру пикселей 2 на 2, позволяя добиваться еще более быстрой и точной фокусировки. Сенсор способен автоматически отслеживать движущиеся и статичные объекты и составлять прогноз в реальном времени относительно дальнейшего развития их движения, заранее выстраивая алгоритм точной фокусировки. Это позволяет делать высококачественные фотоснимки, а также эффективно отслеживать фокус при видеосъемке. Снимать видео можно в формате 4К частотой 60 кадров в секунду с поддержкой алгоритма Live HDR, который позволяет в режиме реального времени отслеживать изменения яркости снимаемых объектов. А вот фронтальная камера будет иметь датчик на 32 мегапикселя. Также хочется отметить, что габариты смартфона OnePlus Nord 2 будут такие: 160 на 73 на 8,1 мм. Гаджет будет оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки на 65 Вт. Одно из главных преимуществ данной быстрой зарядки — телефон не греется. Это связано с тем, что большая часть тепла, которая выделяется в процессе заряда, благодаря специальной интегральной схеме рассеивается еще в адаптере питания. При этом тепло не доходит до устройства. Также смартфон получит Android 11 из коробки. Основные фишки системы — это пузырьковые уведомления, всплывающие окна со снимками экрана, управление умным домом, переподключение к Wi-Fi, запись экрана, расписание для темной темы. Ну что же, ребята, на мой взгляд, OnePlus Nord 2 это действительно очень и очень крутой и премиальный смартфон. Потому что, во-первых, мы получаем очень и очень крутой, на мой взгляд, процессор от компании MediaTek, а именно Dimensity 1200 или 1220. На мой взгляд, это уже очень и очень хороший процессор, хорошее решение, которое может вам предоставить максимум возможностей в игровой индустрии, то есть любые игры на максимальных настройках данный процессор потянет на ура. Второе, что мы получаем, это, конечно же, основную камеру на 50 мегапикселей. Конечно же, будем надеяться, что эта камера точно такая же, как и OnePlus 9, потому что мы все-таки хотим дешевый смартфон, который предоставляет все самое топовое. Надеемся, это такой смартфон и будет. Да, подкачал экран, на мой взгляд, потому что все-таки хотелось бы 120 Гц или 144 Гц. То есть экран отличный, но не дотягивает до топового уровня. И, конечно же, мы должны понимать, что на 4500 мАч аккумуляторная батарея вам может предоставить очень и очень неплохие возможности. Конечно же, вы должны понимать, что быстрая зарядка на 65 Вт, скорее всего, не будет поставляться с данным смартфоном. Она будет идти как опция, докупаемый аксессуар и используем в данном смартфоне. Скорее всего, тут будет в пределах 30 Вт зарядное устройство, но все же это очень и очень неплохое решение. Вот и все, ждем презентацию. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!